Всем привет! Вы на канале School PV, и это последний раз, когда вы слышите эту фразу. Я переименовываю свой канал отныне, он будет называться Cyberspace. И теперь видосы будут по разным играм, не буду зацикливаться на одном ПВ. Сегодня я хочу поговорить с вами про титулы. Что это такое, зачем они вообще нужны и как их, собственно, получить. Для начала разберем, что это такое. Это приписка к вашему нику, да? Либо перед ником добавляется какая-то надпись, либо после ника, то есть, допустим, ваш ник, и после него там живая легенда. Как бы украшает, дополняет ник, скажем так. Но не все так просто. Это не просто там слово, которое будет рядом с вашим ником. Эти титулы добавляют вам еще и характеристики. Атаку, физическую или магическую, точность, физическую, магическую защиту и так далее. Но не все титулы добавляют бонусы к характеристикам. Некоторые титулы вообще ничего не добавляют. Однако делать их стоит, потому что они входят в цепочку титулов. Объясню, что такое цепочка. Вот вам для наглядного примера. Мы открываем характеристику персонажа, нажимаем на кнопку титулы. Не обращайте внимания, что у меня старое окошко титулов, потому что я играю на сервере X100, то есть не на RUOFе, не на X1. Здесь еще не сделали ту обнову, которая там на офе. Там по-другому сейчас уже выглядит окошко с титулами. Так вот, суть от этого не меняется, знаете. Как говорится, те же яйца, только сбоку. Вот есть колонка характеристик. Здесь мы видим все характеристики, которые мы уже имеем от всех титулов, которые мы заработали. Во второй колонке мы видим список всех титулов, которые мы уже получили. Наведя на название титула, мы увидим характеристики, какие он нам добавляет. Титулы могут добавлять физическую атаку, физическую защиту, магическую защиту, меткость и уклонение. Только эти характеристики. Далее, я говорил про цепочку титулов. Что же такое цепочка? Вот есть кнопка «Список титулов». Открываем и видим «Молодая звезда», «Живая легенда», «Острый глаз». Это титулы, которые можно получить, только получив другие титулы. Мы нажимаем на «Живая легенда», и вот мы видим требующиеся титулы, да? Мы видим список титулов, которые нужно получить для того, чтобы получить титул «Живая легенда». И титул «Живая легенда» вот принесет нам 20 физической защиты. Помимо этого титула, титулы из этого списка некоторые тоже добавят нам приятные бонусы к характеристикам. Здесь мы не можем посмотреть, что конкретно они добавят, но когда вы их получите, здесь вы наведете на титул и увидите, что он вам добавит. Что такое титулы, разобрались, для чего они нужны, тоже разобрались. Теперь как же их получить? Это квесты. Титул берется всегда в определенном месте, по определенным координатам. Его нельзя, допустим, взять квест на титул в любой абсолютно точке мира. Нужно идти на определенные координаты. В правом верхнем углу возле миникарты у вас появится вот такой вот оранжевый свиток, на который вы нажимаете и нажимаете «Принять». И выполняете титул. Как выполнять титулы, что делать, то есть по каким-то определенным титулам, последовательность, все это я буду рассказывать потом в следующих гайдах. Здесь, в этом гайде я рассказываю про общие понятия титулов, что это вообще такое. Титулы бывают совершенно разные, в смысле квесты. На титулы разные, какие-то легкие, какие-то более сложные, то есть вплоть до того, что чтобы получить один титул, вам нужно просто поговорить с каким-то НПС, в другом вам нужно что-то выкопать, в третьем вам нужно просто прийти по каким-то определенным координатам и просто встать там. Где-то нужно там убить парочку мобов, где-то нужно убить 50 мобов, где-то нужно убить босса. Есть такие заебистые титулы, вот как «Живая легенда». Там есть один предтитул. Нам нужно будет убить босса, который респаунится с интервалом 2-3 дня. Рандомно, 2-3 дня. Хуй знает в какое время. И такой титул выполнить, ну просто, блять, очень сложно. Потому что, помимо того, что он вам нужен, и он долго респаунится, да, 2-3 дня, он же нужен еще и другим людям. То есть вплоть до того, что вы можете прийти на поляну, его там не будет. Но это не потому, что он не реснулся, а потому что его буквально пару минут назад до вас уже убили. Потому что стояла группа человек, который тоже уже 3 дня его ждет. Он появился, его сразу замочили. Вы прилетаете, его нет, и вам еще ждать 3 дня. Поэтому на таких серверах, как X1, то есть официальный, да, от Майла, на таких серверах выполнить такой квест собственными силами достаточно сложно, потому что, ну, вы очень долго будете ловить этого босса. Вот очень долго. Это нужно колоссальное терпение, вплоть до того, что, не знаю, чуть ли не целых 3 дня в тупую стоять на одном месте респа этого босса и прям мониторить его. Его можно выполнить мгновенно, но для этого, естественно, нужны деньги. Почему я говорю, что на X1 это сложно. Вот примерно вот так вот зарабатываются титулы. Поэтому титулы как таковые это вещь полезная и очень даже нужная. Заебистая, потому что их очень много. Титулы, кстати, есть как временные, так и постоянные. То есть большинство титулов, они постоянные. Вы его получили и навсегда вы получаете этот титул, навсегда получаете характеристики. Но также есть временные титулы, которые действуют там месяц там или несколько дней.
То есть они разные. Они вам дают тоже бонусы, но по истечению времени этот титул с вас спадает, и вам нужно будет по новой сделать квест. Так что титулы штука заебистая, но нужная. Все-таки выполнять их стоит, и выделить для них время нужно. Да, там есть титулы, которые добавляют там плюс 3 к физической атаке, грубо говоря, да, какому-нибудь тому же воину, любому физику плюс 3 к физической атаке. Что такое плюс 3 к физической атаке? Это хуйня это. В жопу можешь себе засунуть эти 3 физические атаки. Но в совокупности это будут весьма вкусные бонусы, потому что когда у вас уже будет много титулов, у вас там уже и меткость под 300 вырастет только от титулов. И физическая магическая атака там под 150, под 200. Стоит делать, заморочиться, потратить, да, время. Нужно на это терпение, но вещь полезная. Ну, на этом сегодня все. Такой общий гайд по титулам. В дальнейших гайдах мы будем уже с вами рассматривать отдельные титулы, как их делать, где их брать на них квест и так далее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте репостить этот видос. До свидания.